Всем привет! Видео обычное, я необычный, а вы еще необычнее. Судя по названию, вы поняли, что будет видео. Так что начнем мы с низов хакерской деятельности, не настоящих хакеров, мифов, крипипаст, а закончим настоящими хакерами, которые взламывали плейсы, меняли их или даже удаляли. Так начнем же. Итак, начинаем с низов. И... Дженна Артег... Ой... iGirl Дженнифер. По легенде, она мифический хакер, впервые попавший в Roblox сериал 2018 года The Order. Ну, по-русскому просто Order. В январе 2022 года появилось множество видео в сети ТикТока с рассказами о некой Дженни, которая взламывает все женские аккаунты. 7-8 февраля. Женское комьюнити роблоксерских было в страхе. Короче, создатель этого аккаунта Zerofix, это тот тип, который создал фильм Order, подтвердил, что миф неправдивый, что хакера этого нету, а создан был аккаунт только ради фильма. Короче, я сейчас смотрю, сейчас монтирую. Короче, оказывается, то, что Крикрафт записал про вот это вот около 5 видео. Гость 666 — это одна из самых известных легенд и крипипаст во всей вселенной Роблокса, возникшая вокруг старой системы учетных записей гостей. Гости — это старая система, которая, коротко говоря, давала вам играть без учетной записи. Было несколько «но». Вы не могли писать в чат, покупать геймпассы и менять себе скины. Но был у этой системы один плюс. Вас было невозможно забанить. Вы могли играть с читами и быть безнаказанными, потому что вы не зареганы, как учетная запись. От этой системы пришла эта крипипаста. Впервые гость появился в этом видео в 2017 году. Получил он широкую огласку благодаря типу, который сделал анимацию про гостя — Oblivious HD. Вы его еще можете знать по сериалу «Последний гость». Гость — это не хакер, но по крипипасте он мог писать в чат, имел админку везде, мог банить игроков, убивать, мог выдавать себе геры, чаще всего это вот эта вот чикалка. У него был ноуклип и бла-бла-бла-бла. Короче, он полностью управлял игрой. Я это урезал, чтобы хронометраж был поменьше. Конечно же, гость — это еще один миф, который никогда не существовал. Джон Доу и Джейн Доу — это тестовые аккаунты, созданные Дэвидом Базуки и Эриком Касселем. Оба аккаунта использовались администраторами в бета-тесте игры, чтобы искать баги. Ладно, я не буду тут лить воду. С чего же все пошло? Аккаунт Джона Доу был взломан и был в онлайн 18 марта 2016 года. Неизвестно, как хакер смог взломать аккаунт, но, скорее всего, просто пароль был легкий. Существовал слух, что тот самый хакер взломает все аккаунты, которые будут онлайн 18 марта 2017. Из данной мухи раздули слона. Взлома не было. Зато видео на эту тему сняли больше, чем лет всем моим родственникам вместе взятым. Конечно, это обычный фейк. Взлома не было. Банов не было. Вообще ничего не было. Вот просто я. Туберс93 — это известнейший хакер Роблокса, самомощь, самый главный пускатель по кругу Алекс Ньютрона. Взломал за все время 3 игры, 1-2 раза. Первая — это Little Angels Daycare, 2017 год. Когда человек заходил в эту игру, он видел лишь ад. В прямом смысле. А название игры поменялось на Little Devil's Daycare. Ну и что скажете вы? Да только потом был неожиданный скример Джеффа, который реально был неожиданный. Мип Сити был взломан 2 раза. Первый раз в 2019 при входе на оригинальный плейс игрока закидывало в другой с названием Мип Сити 2. В этом плейсе Туберс очень жестко шутил над исламом. Сын фермера. Мы такое осуждаем. В принципе, разработчик быстро все вернул обратно. А второй раз в 2020-м при заходе в игру могло кинуть в один из плейсов. Потом ваш скин изменялся на скин известного австрийского художника, мы это тоже очень осуждаем. А уже во втором плейсе игроков кидало в искаженную, даже страшную версию Мипсити. Арсенал, 2019 год. Короче, появился платный геймпасс типа админка за 80 робоксов. В самом Арсенале ничего не давали, а робоксы переходили к другому аккаунту. За Туберсом стоял не один человек, а несколько. Крикрафт даже общался с ними в Дискорде на стриме. Собираюсь зайти в звонок. Я захожу в звонок. Я захожу в звонок в Дискорде. Чел, что за хрень? Привет. 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 Чё как Крик? Привет. Просто взорвал мне мозг.
Мы, что ли? Да, я не знаю, что происходит. И да, Туберс настоящий хакер, но бояться его не стоит, так как его команда была расформирована еще в 2023. Кулкит — это известнейший хакер Роблокса. На самом деле он такой же, как 93-й туберкулезник. Про него мало что можно сказать. Кулкит был известным эксплойтером, который пик своей активности проявил в 2014-2016 годах. Он и его группа Team Coolkit наиболее известны взломами, рейдами и разрушением серверов Work at Pizza Place и Natural Disaster Survival. Но они еще и сфот хламанули в 2014. В период 2014 по 2016 он создал популярный чит Кулгай. Когда Coolkit заходил в игру, он полностью менял ее. Небо становилось красным, повсюду появлялись его логотипы, играла громкая музыка. Spooky Scary Skeletons — это что-то вроде Дима. А на экране были надписи вроде «Coolkit был здесь». В 2016 году аккаунт Coolkit был забанен Роблоксом. Но оригинальная команда прекратила существование. Позже разделилась на несколько подгрупп, которые навсегда стали неактивны в 2020-2022 году. Про него почти забыли, но потом вышел Форсакин и временно возродил его сообщество. Возможно, это даже к лучшему. Coolkit — настоящий чизер. Самая первая команда была расформирована еще в 2016, так что бояться не стоит. Привет всем, кто досмотрел это видео до конца. Я крайне рад, что именно ты смотришь мои видео. Мне очень интересно узнать, кто досмотрел это видео до конца. Напиши в комментариях, допустим, чипсики по скидке, чтобы я знал, что ты досмотрел это видео до конца. Я сейчас переживаю момент, когда мои видео вообще не залетают.